В этот раз археологи превзошли сами себя. Они нашли то, что ранее казалось чем-то фантастическим. Уникальный саркофаг, который меняет представление о захоронении в Египте, древнейший судостроительный завод и останки неизвестной крошечной расы людей. Об этом и не только смотрите в этом видео. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Старейшая судостроительная верфь. Подводные археологи из организации Maritime Archaeology Trust не перестают нас радовать новыми находками. В этот раз им удалось обнаружить, скорее всего, самую старую судостроительную верфь в мире. По предварительным подсчетам ей 8000 лет. У побережья острова Уайт, глубоко под водой, археологи нашли рукотворную деревянную верфь, которую построили люди каменного века. На этой верфи строили не яхты и не авианосцы. Люди каменного века строили на ней рыбацкие лодки. Ранее возраст самой старой верфи был 5500 лет, а на этой верфи применялись технологии, так сказать, из будущего. Это подтверждает тот факт, что либо люди в древности обладали гораздо большими знаниями, чем нам кажется, либо современные методы датировки не работают от слова совсем. На старейшей верфи применялась передовая технология обработки древесины, поэтому этот объект очень важен для морской археологии и понимания развития нашей цивилизации. Верфь обнаружили на глубине 11 метров, а 8000 лет назад здесь была суша и территория была покрыта растительностью. На самом деле верфь обнаружили еще в далеком 2005 году, но только сейчас технологии позволили создать трехмерную модель этого строения для дальнейшего изучения. В это сложно поверить, но это факт. Люди в каменном веке строили лодки, используя для этого собственную верфь. Это какими же технологиями и знаниями обладали люди в древности? Я точно уверен, что раньше им было очень сложно с острова Уайт переместиться на остров Тайвань, а мы можем сделать это за считанные секунды. Древние крошечные люди в Тайване. Тайвань – очень интересный остров, расположенный на расстоянии 130-220 км восточнее от Китая. История коренного населения Тайваня австронезийцев насчитывает 5000 лет, но согласно легендам и рассказам местных жителей в деревнях, до австронезийцев проживала здесь другая не менее интересная цивилизация. Их часто называют пигмеи или крошечные люди. У них была темная кожа и вьющиеся волосы, а самой отличительной особенностью, как вы уже могли догадаться, был крошечный рост. Вся информация о них основывалась только на баснях и легендах, но совсем недавно произошло очень важное событие. В начале октября этого года ученые доказали существование крошечных людей на Тайване. В журнале World Archaeology опубликовали статью, в которой утверждается, что археологи в пещере на юго-востоке Тайваня нашли останки древних людей, которые принадлежали негритосам. Эта этническая группа до сих пор проживает на Филиппинах, Малайском полуострове и Андаманских островах. Термин негритос является прямым испанским переводом, означающим «маленький черный», и является широко принятым научным и историческим названием для обозначения этой этнической группы. Негритосы являются первыми потомками первых людей Саундленда. Для ученых изучение этих останков очень важно, так как именно эти люди, скорее всего, мигрировали из Африки. Проведя исследования, ученые определили, что возможный рост крошечных людей был 139 сантиметров. Первые люди прибыли на остров 30 тысяч лет назад, когда между материковым Китаем и Тайванем был сухопутный коридор, но 10 тысяч лет назад коридор ушел под воду. Легенда о народе негрито на Тайване довольно интересная. Из этнических групп около половины австронезийцев считали негритосов врагами, а другая половина считала их союзниками, нейтралами или предками. Однако у одной этнической группы, сайсиятов, были удивительно сложные отношения с негритосами. Сайсияты – небольшое население, которое до сих пор существует на Тайване, имеет традицию, называемую пас-таай – ритуал, посвященный почитанию невысоких людей. Как гласит легенда, древние сайсияты и маленькие тааи когда-то жили рядом. Тааи научили соседей медицине, пению, танцам и прочим другим культурным традициям. Однако мужчины Тааи преследовали женщин сайсият, после чего сайсияты разгневались и убили почти всех людей Тааи. После этого события их ждал ужасный голод, и они подумали, что их наказал мстительный дух пигмеев. С тех пор они начали проводить обряд пас-таай, в котором просят прощения за грехи своих предков. Примерно с тех пор и перестал существовать крошечный народ. А задолго до существования человеческого рода нашу
планету населяли гигантские монстры, и зуб одного такого гиганта нашел на берегу маленький мальчик. Уникальная находка юного палеонтолога. Вот так просто можно приехать с семьей в Южную Каролину, пойти на пляж и обнаружить нечто очень древнее, что вызывает дрожь. Маленький мальчик 8 лет, прогуливаясь на пляже и копаясь в грязи, нашел большой окаменелый зуб древней акулы. Зуб акулы больше 12 сантиметров в длину, что считается очень крупным экземпляром. Даже сложно представить, как выглядел этот монстр 20 миллионов лет назад, имея у себя во рту не один такой зуб и даже не 100. Взрослая особь монстра имела у себя во рту около 300 зубов, и каждый размером около 8-15 сантиметров. А сейчас в наше время маленький мальчик просто держит этот зуб у себя в руках. Это вызывает шок и восхищение одновременно. Палеонтологи со всего мира уже написали мальчику свои поздравления, ведь даже для специалистов находка такого рода редкое явление. Отодус ангустидес – вид мегазубых акул, живших в эпоху олигоцена и миоцена, примерно от 33 до 22 миллионов лет назад. Известно, что акулы вырастали как минимум до 10 метров в длину. Эти акулы имеют родственные связи с мегалодоном Отодус, еще одной вымершей акулой с гигантскими зубами. То есть вы понимаете, что таких акул в древности было много, и что мешает им сейчас плавать глубоко в океане, подальше от человека разумного. О мегалодонах в ютубе уже очень много информации, но я вам все же напомню, что длина этой акулы достигала 20 метров, а размер самого большого ныне живущего кита 33. Однако киты не хищники, а эта тварь не против была полакомиться любым живым организмом на нашей планете. Давайте немного отвлечемся от зубов и переместимся в Мексику. Два 2500-летних рельефа ольмеков. Древнейшей цивилизацией Мезоамерики являются ольмеки. Если быть точным, то это древнейшая цивилизация, которая нам известна. А если быть еще точнее, то и о них нам известно совсем немного. Расцвет их цивилизации был примерно с 1600 года по 400 год до нашей эры. Жили они вдоль Мексиканского залива, где сейчас расположены штаты Табаско и Веракрус. Археологи даже сами не знают, как этот народ себя называл, поэтому слово «ольмеки» является словом науатль, язык ацтеков, и означает «каучуковый народ». У этого народа были ритуальные кровопускания, они любили играть с мячом и пили шоколад, а также являлись предками майя, о которых научному миру известно гораздо больше. А еще ольмеки вырезали гигантские каменные головы из вулканических пород, это и стало их визитной карточкой. Все постройки, обнаруженные археологами, были намеренно разрушены, то есть более 2000 лет назад кто-то умышленно пытался стереть с лица земли целый народ со всеми строениями. Недавно археологи обнаружили рельефы ольмеков, которые были сделаны из известняка. В диаметре они были около 1,5 метров, а весили 700 килограмм. Каменные рельефы были найдены в муниципалитете Теносике в Табаско на юго-востоке Мексики. Предполагается, что на рельефах изображены местные правители ольмеков во время совершения ритуальных обрядов. Возможно, эти люди находятся в позе, при которой уменьшается приток крови и кислорода к мозгу, что вызывает состояние, похожее на транс. От каменных голов правителей Мезоамерики переместимся в Африку, где нас ожидает каменный розовый саркофаг. Розовый саркофаг хранителя сокровищ. Находка мечты. Именно так назвали археологи саркофаг, который им удалось найти недалеко от Каира. Как известно, в саркофагах хранили очень важных людей древнего Египта. Мне кажется, что древние египтяне похоронили высокопоставленного вельможу 3300 лет назад, явно не для того, чтобы мы его сейчас доставали из гробницы и изучали с помощью современного оборудования. Ну а как по-другому нам изучить историю наших предков, если в папирусах есть далеко не вся информация о жизни фараонов? Ученые уже выяснили, что розовый саркофаг принадлежал Птахемвия, который служил главой казначейства при Рамзесе Великом. Со всех сторон саркофаг украшен иероглифами и различными титулами. На глубине 10 метров пролежал он более 3000 лет и выглядит сейчас как в первый день. У историков мало данных о том, кто правил Египтом после Тутанхамона, поэтому важна каждая находка. Розовый саркофаг говорит о том, что человек, похороненный в нем, был близок к царю и играл очень важную роль в системе государственного управления того времени. Если вам объяснить проще современным языком, то Птах-Эмвия в современном мире был бы министром финансов. Чтобы добраться до гробницы, археологам пришлось перекопать и вывести тонны песка.
И это был только первый уровень гробницы, расположенной рядом с пирамидой царя Унаса. Под песком они обнаружили каменную кладку, и чтобы дальше погрузиться на второй уровень гробницы, кладку пришлось укрепить. В полу через маленькое отверстие они спустились на второй уровень гробницы, где и находился саркофаг. Спускались археологи в металлической корзине, опуская и поднимая себя собственными силами. Казалось бы, при таких технологиях в 21 веке, а проводить раскопки приходится так же, как и 200 лет назад. Состояние саркофага было хорошим, однако надломанная крышка указывала на присутствие здесь мародеров. Обычно в саркофагах перезахоранивали разных людей, однако в нашем случае саркофаг принадлежал своему первому владельцу. Это подтверждают иероглифы и титулы, обнаруженные на саркофаге. Команда профессора Эль-Агуизи теперь полностью изучает саркофаг, чтобы раскрыть всю жизнь Птахемвия. А примерно в это же время на Марианских островах люди приманивали осьминогов. Древние приманки для осьминогов. 3500 лет назад на Марианских островах люди любили кушать осьминогов, а чтобы поймать этих удивительных существ, они использовали небольшие вырезанные и просверленные кусочки раковин каури. Это такая разновидность морских улиток, которые очень нравятся осьминогам. Раковины крепились небольшим каменным грузилом с канавками. Эта традиция зародилась здесь 3500 лет назад, а просуществовала примерно до 1000 года нашей эры. Подобные находки были обнаружены и на других островах Тихого океана. Это говорит о том, что древние люди делились знаниями рыбалки и охоты между собой, хоть их и разделяли сотни и тысячи километров. На данный момент именно эти приманки на осьминогов считаются самыми древними на планете. Это говорит нам о том, что этот вид пищевых ресурсов был для них достаточно важным, поэтому они изобрели что-то очень особенное, чтобы ловить осьминогов. Сложно сказать, что составляло большую часть их рациона, но если брать другой опыт в археологии, то можно сказать, что для древнего народа Марианских островов осьминоги считались традиционной едой. Если с морепродуктами все ясно, то совсем непонятно, что за странные ямы были обнаружены в Перу. Тысячи странных ям в Перу. На территории Перу археологи находят сотни и даже тысячи артефактов и различных находок, которые не поддаются объяснениям. Буду честным, многие из этих находок являются фейками, и создатели этих находок просто зарабатывают на доверчивых людях. В долине Писко археологи обнаружили тысячи ям. Сами перуанцы называют их по-разному. Монте-Сиерпе, что в переводе означает «змеиная гора», и Серо-Вируэла, что дословно переводится как «холм оспы» или просто «полоса дыр». Но самое необычное названия придумали в сети. Их называют инкубатором для яиц чужого. Эти ямы находятся в очень труднодоступном месте, поэтому ученых, которые смогли здесь побывать, немного. Оттого и объяснить происхождение дыр пока что невозможно. Впервые их увидели, пролетая на самолете в 30-х годах прошлого века. В 50-х годах сюда отправилась первая экспедиция ученых, которой удалось подсчитать размеры и количество ям. Полоса из дыр протянулась на 1,5 километра, а ширина полосы была от 14 до 20 метров. А вот количество ям шокировало исследователей. Их было более 5000 штук. Первая идея, которая появилась у ученых, это древнее массовое захоронение, поэтому вопросов стало еще больше. Ямы от полуметра до метра глубиной. Рядом нет никаких следов человека, артефактов древних цивилизаций, вообще ничего, что могло бы дать хоть какую-то зацепку для объяснения этого места. У археологов есть разные теории насчет происхождения ям, но большинство из них псевдонаучные. Одно известно точно, что этим ямам как минимум сотни лет, и созданы они скорее всего людьми. Можете в комментариях написать свои предположения, для чего их могли использовать в прошлом. Редчайшая мозаика в Сирии. Археологам удалось найти древнюю мозаику, которая изображает Троянскую войну. Этой находке около 1600 лет, и она очень хорошо сохранилась. Обнаружили ее на севере Сирии. Ничего подобного раньше не находили. На мозаике можно рассмотреть сражения древнегреческих воинов и амазонок под стенами Трои. Тут даже видно имена командиров, которые были вооружены мечами и щитами. Скорее всего, это были известные воины тех времен. Площадь этого произведения искусства 120 квадратных
метров, а украшала она пол древнеримской купальни. Троянская война происходила между древними греками и жителями Трои примерно в 12-13 веках до нашей эры. Уникальность этой мозаики заключается в изображении женщин-амазонок, которые сражались на стороне Трои. Амазонки были расой женщин-воительниц в греческой мифологии. В древнегреческой и римской мифологии герой-полубог Геракл убил Ипполиту, королеву амазонок, в одном из своих 12 подвигов. Троянская битва длилась 10 дней. Оглядываясь в прошлое, 10 лет не кажется большим промежутком времени, а если перенести эту цифру в наше время, это вызывает дрожь по всему телу. Но вернемся в историю. 9 лет греки разрушали близлежащие города и села, но сам город Троя им был не по зубам. Это была крепость, которую невозможно было захватить. Но греки придумали хитрость, о которой в наше время знает каждый. Самое интересное, что до сих пор не найдено ни малейших деревянных кусочков этого гигантского коня. Поэтому пока что историю про троянского коня можно считать легендой. Представители музея Набу надеются, что раскопки в древнем Эраростане продолжатся. По их словам, город полон памятников наследия и артефактов. В этом месте еще не проводили серьезные археологические раскопки, поэтому мы можем только догадываться, сколько еще удивительных находок нас ждет в будущем. А чтобы первым узнавать о новых находках археологов, настоятельно рекомендую вам подписаться на наш канал. Скоро нас будет 500 000. Пишите добрые комментарии под видео. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!